Сегодня говорим с вами про новый стартер для D&D и намеки на возвращение сеттинга Dark Sun, а также про олдскульные ремейки и новую редакцию по BTA, точнее Apocalypse World. Хаотично доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, 8 сентября, а это значит, что самое время нам с вами поговорить о нашем любимом хобби — настольных ролевых играх. Что интересного в них произошло за прошедшее время, что интересного ждет нас в ближайшем будущем. Начнем сегодня с новости, которая дает надежды, в которые лично я очень хотел бы поверить, но никак не могу. 21 августа Визарды дропнули новую Honor Starcana и представили в ней опции для персонажей под общими заголовками под классы Апокалипсиса. И там прям хорошо. Во-первых, Гладиатор. Это воин с харизмой, который одновременно и боец, и шоумен. Поэтому его ключевая способность — жестокость, она расширяет возможности использования мастерства оружия, чтобы драться не только эффективно, но еще и красиво. Во-вторых, Оскверненный Чародей — это подкласс, который специализируется на вытягивании жизни. В первую очередь, конечно, из самого себя, но в целом можно и из других попробовать. На механике это раскладывается как использование дайсов здоровья, чтобы увеличить эффективность своих заклинаний. Ну как? Пока не чуете подвоха? Давайте тогда пойдем дальше. Третий у нас — это Покровитель Король-Чародей для, собственно, колдуна. Механика у него не прям вот какая-то интересная, он там занимается контролем за счет страха, но интересно здесь именно то, кто является покровителем. Тот самый Король-Чародей. Если вы не знали, именно так назывались полубожественные представители городов в сеттинге Dark Sun, и вот да, это как раз то, во что я отказываюсь верить. Глядя на то, что Визарды стараются делать из D&D такую cozy fantasy, family-friendly игру, я не могу поверить, что среди их релизов в ближайшее время найдется место для такого сеттинга, как Dark Sun. Причина тут на поверхности. Очень недружелюбное окружение и очень сложные темы. У нас есть ролик на канале, в котором мы рассказываем про свой опыт игры по сеттингу, можете сходить посмотреть. Визарды, конечно, делают очень однозначные намеки, и это даже заставляет немного напрячься. Как бы нам ни представили обезжиренный сеттинг, в котором окажется, что мы все не так поняли. И в прошлых редакциях на самом деле все персонажи этого мира просто хотят испечь большой торт и разделить его с друзьями. И да, там еще 4-й подкласс был, это друид круга сохранения, кто вообще играет друидами? Ладно, кроме шуток, это такой типа антагонист оскверненного чародея, который использует свою дикую форму, чтобы создавать область от хила. Прикольно, наверное. Ладно. От спекуляций давайте перейдем к самым ближайшим релизам. Неделя осталась до релиза нового стартер-сета для D&D 24, и не знаю, как вы, а я прям вот обожаю D&D-шные стартеры. Ice Spear Peak спорный, но классный. Фандалин вообще top of the top. Про Dragons of Stormwreck Isle я давайте тактично промолчу. Так вот, логично, что у нового издания должен быть свой стартер. И поскольку все D&D 24 строит свою идентичность через ностальгию по той самой великой и ужасной, самой настольной и самой ролевой игре, то и вводный сюжет должен быть с отсылочкой на нее. Про Heroes of the Borderlands, так она будет называться, я уже рассказывал в предыдущих выпусках ХДУ. Про то, что это ремейк оригинального вводного приключения для первой редакции тоже, поэтому сегодня давайте, разве что освежу у вас в памяти, что выходит он 16 сентября, и если вы собираетесь покупать коробку, то там прям рай для ОКРщика. Куча карточек, жетонов, 18 батл-мапов, листы персонажа, оформленные не как листы персонажей, а как планшеты для настольных игр, куча дайсов и несколько буклетов, макулатуры очень много. Как по мне, содержимое коробки немного отдаляет нас от бога, потому что, глядя на все вот это вот дело, складывается впечатление, что я буду сейчас не в ролевую игру играть, а в настольную. С другой стороны, может, это опять-таки занижает порог вхождения для людей, далеких от нашего хобби. Нормисов! Что мне показалось, странным, так это то, что заявленная продолжительность приключения 40-60 часов. Но при этом указано, мол, все рассчитано на короткие сессии по часу. И вот тут я что-то не очень догоняю. Если они имеют в виду, что игровая сессия — это собрались за столом, сделали по одной заявке и разошлись, то что-то там за приключение такое.
Не полсотни же микро-ваншотов там каких-то. Коробка и PDF, короче, стоит по $50. На все вместе одним бандлом у вас уйдет всего лишь 55. Короче, через недельку-другую глянем. А пока давайте к другим новостям. Мы с вами только что говорили, что D&D 24 строит свою идентичность на отсылках к первой редакции. Но знаете, это как будто не такая уж и бестолковая идея, учитывая, какой популярностью в последнее время пользуются всевозможные ремейки, ремастеры и прочие переосмысления культовой классики на новый лад. Об одном из таких поговорим сегодня, она называется White Box, и это такая типа игра слов. Первое коробочное издание D&D, которое типа нулевая редакция, называлось White Box, белая коробка, потому что у него была белая коробка. И здесь типа отсылка к этому. Но White написан немножко по-другому, типа White как у мертвия. Знаете, есть такой монстр в бестиарии. В чем особенность этой коробки? Давайте разбираться. Значит, внутри у нас есть 3 буклета правил. Это герои, лут и бестиарий, и также справочник по приключениям. Плюс есть ширма мастера, дайсы, гекс-карты дикой местности. Ну, пока ничего необычного как будто. По задумке, это такой OSR, который как будто стесняется, что он OSR. То есть на странице Kickstarter эта аббревиатура даже встречается как-то вскользь, так типа между делом, когда речь идет о каких-то других играх, а не об этой. При этом автор буквально в каждом абзаце проговаривает: «Я хочу, чтобы вы играли так, будто сейчас 74-й, оригинальные правила доведены до современного стандарта», ну и там все в таком духе. Короче, пока что не выглядит как что-то особенное. Но есть один нюанс, на который автор довольно сильно напирает в тексте. Это совместимость, скажем так, с варгеймами. То есть вы не только будете играть в сольное приключение, но и управлять целыми армиями. Короче говоря, это уже не просто олдскул, а рытье куда-то вплоть до мезозоя, когда Gygax и компания только предпринимали неловкие попытки захоумрулить Chainmail под свои сольные приключения. White Box перенимает минимализм нулевой редакции, все оружие здесь наносит D6 урона, такой же единый хит-дайс, причем у всех классов, а D20 кидается против КД. Уникальность персонажей достигается их снаряжением и всякими новыми возможностями для взаимодействия с окружением. Это все хорошо, но что там за прикол с варгеймом? К сожалению, на странице Kickstarter автор не приводит конкретных примеров по интеграции массовых сражений в обычные приключения, но уверяет, что со всем этим можно ознакомиться в ранних редакциях его игры на DTRPG. Я же в рамках этой мини-рубрики дальше Kickstarter не хожу, но если вам интересно взглянуть самостоятельно, в описании будет ссылка. Отсутствие подробного описания ключевой особенности этой игры, походу, не остановило бейкеров. На момент написания сценария у игры уже почти собраны необходимые $32 тысячи. Ну а если вам интересно узнать о нашем опыте игры в нулевую редакцию, об этом тоже есть ролик на канале. Ладно, ребята, расчехляем тяжелую артиллерию. Природа настолько очистилась, что анонсировали 3-ю редакцию Apocalypse World. Это та самая игра, от которой в свое время все сошли с ума и начали клепать свои по BTA хаки. У руля по-прежнему чета бейкеров, и пока что никаких подробностей больше нет. Когда запустится их Kickstarter, непонятно, но я оставлю вам ссылку в описании, чтобы вы могли присоединиться к почти 1500 заинтересованных. Из того, что мне удалось нарыть, 3-я редакция в разработке аж с 2021 года. Ее не то чтобы можно было назвать прям новой редакцией. Все, что выходило ранее, походило скорее на такой типа сборник хаков. Однако авторы допускали, что со временем переработают ее в такое полноценное издание, ну и вот, похоже, время пришло. Рады ли вы? Как по мне, время по BTA хаков давно прошло, и им бы не помешало какое-то новое видение, чтобы продолжать свое существование. Надеюсь, 3-я редакция окажется таковой и вдохнет новую жизнь в этот сегмент индустрии. Следующая новость от Олега Иващенко из нашего телеграм-чата. Вы, кстати, тоже можете скидывать, если находите что-то интересное. Итак, новость в том, что на Кикстартере запустилась кампания по сбору средств на кампанию от Cobalt Press, посвященную северным землям, пропитанную викингским духом, ну и всяким таким. Если вы пропустили последние несколько лет скандалов вокруг OGL лицензии от Wizards of the Coast, то нет, все пересказывать я вам не буду, но напомню, что Cobalt Press тогда с помпой анонсировали свою Tales of the Valiant, которая должна была стать 5-кой здорового человека и больше D&D, чем D&D 24. Я не играл и даже книжку не листал, но если верить нашему подписчику, который целую кампанию отыграл на этих правилах, то все действительно, примерно так и есть.
Но вы, я думаю, читали заголовок и хотите узнать, что же там за двойные стандарты. Короче, суть OGL скандала была в том, что Визарды как-то немного обнаглели со своей лицензией, поэтому все сколько-нибудь крупные игроки начали делать что-то свое. Так у нас появилось переиздание Pathfinder, можно сказать, что это поспособствовало в той или иной мере появлению Daggerheart. Но что важнее сейчас, благодаря этому появилась Tales of the Valiant. Так вот, проходит пару лет, и вот мы здесь. Для Tales of the Valiant запускается успешный кикстартер их новой кампании, которая «Барабанная дробь», совместима с правилами D&D 24. Причем это не просто какое-то там упоминание в конце страницы, а буквально киллер-фича кампании. Настолько киллер, что ей выделили место в заголовке. Как говорится, ты должен был бороться со злом. Но поймите меня правильно. Вопреки иллюзиям людей, которые пишут комментарии, мол, D&D 24 это провал, и она плохо продается. Ребят, D&D была, есть и будет, наверное, всегда настольной ролевой игрой номер один. Даже самые плохие продажи Визардов не снились, пожалуй, никому во всей индустрии. Поэтому я не хочу звучать, мол, вот, кобольды продались, ахаха, посмотрите на них. Я прекрасно понимаю, что когда перед тобой стоит цель продолжать зарабатывать деньги и заниматься любимым делом дальше, то ты идешь на вот такие вот поступки. Выпускаешь большое приключение под самую популярную настольную ролевую игру, в то время как сам ранее выпустил свою правильную версию этой самой игры. Заходите к нам в чат, ссылка на Telegram есть в описании. Олег Иващенко там довольно подробно описал, чем Tales of the Valiant так хороша. Ну а я предлагаю вам двигаться дальше. Вы, я думаю, знаете, что в Японии NRI рынок живет какой-то своей жизнью. Но мы с вами живем в обществе, причем довольно глобализированном, так что волей-неволей что-то да из страны восходящего солнца просачивается к нам пучеглазым гайдзинам. Об одной из таких игр сегодня с вами и поговорим. Это Weir's Blade. В меру культовая японская NRI, которая пользовалась популярностью в 80-х, 90-х. По ней делали видеоигры, писали романы, записывали аудиодрамы и клепали всевозможные дополнения. Но все это только в Японии. Ну и что там, собственно, интересного? Во-первых, это довольно обычная Power Fantasy с привычными элементами и тропами, но есть интересные нюансы именно с точки зрения игровых механик. Это, например, пул удачи, который срабатывает в рискованных ситуациях, при этом удача работает в обе стороны и может как помочь персонажу, так и отвернуться от него. Вообще, в этой игре многие механики, скажем так, обоюдоострые. И что лично мне греет душу, так это то, что персонажи получают условные очки прокачки даже за провалы. Нечто подобное я реализую в своей NRI Колхида. Если вы впервые о ней слышите, у нас на канале есть целый плейлист со стримами, где я рассказываю о механиках этой игры, а еще есть аж 30-серийная кампания, которая отлично передает атмосферу готическо-викторианского приключения по замерзшему миру, переживающему промышленную революцию. Ну и вернемся к Weir's Blade. С механикой у нее вообще забавная история вышла. Раньше она игралась на таком типа хаке для Call of Cthulhu, но со временем обросла какой-то самобытностью и сейчас представляет вообще что-то странное, где у тебя основной бросок это D10 плюс характеристика плюс навык против целевого значения. Боевка здесь очень детальная и прям даже немного душная, потому что раунды длятся по 2 секунды, и там буквально что ты сделал, какой результат получил. Способностей и маневров очень много, и в творческий полет фантазии ты как-то особо-то и не уйдешь. Но вы меня слушаете, наверное, и я вам еще даже обложку не показал. Храню интригу. Короче, несмотря на то, что Weir's Blade это Power Fantasy, в ней есть место мехам, гигантским волшебным роботам, которые управляются с помощью магических камней и какой-то там матери. И вот это, кстати, интересно. Если я правильно понял, пробегая вот этот бесплатный квикстарт, то управлять мехами вообще могут только волшебники, а остальные там просто тусят у него в голове, там, я не знаю, на каких-то боевых постах. Короче, подводя итог, игра довольно олдскульная, хардрульная, заточенная на вдумчивый отыгрыш и работу с последствием своих действий. Если вы были очарованы происходящим с японскими NRI, но не знали, с какой стороны подступиться, можно начать с Weir's Blade. Ну и да, это же новость у нас про Kickstarter. Рассказывать об этой игре я решил потому, что студия Lion Wing взялась издавать эту игру на английском языке и уже собрала в 15 раз больше, чем планировала. Ссылка на Kickstarter будет в описании, там же можно скачать бесплатный Quick Start.
Ну а я давайте передам слово Кирме, он расскажет вам об еще одной игре с необычным сеттингом. Хаотично доброе утро, друзья. И сегодня я бы хотел с вами поговорить как мастер с мастером. Что делать, если ты устал от классического средневекового фэнтези? Ответ прост. Заглянуть в другие сеттинги. И сегодня мы как раз поговорим об одном из них. Slay Industries — это сеттинг мрачного будущего, в котором всей нашей известной вселенной управляет одна корпорация под руководством таинственного мистера Слеера. В игре вам предстоит взять на себя роль оперативника корпорации Slay Industries, которые будут выполнять различные жестокие и страшные задания в Морд-Сити, устранять ячейки террористов, завалить входы в туннели каннибалов или выслеживать тех, кто копает под организацию. Все ваши похождения будут транслироваться в прямом эфире. А я вам не сказал об этом? Да, ваши оперативники являются участниками реалити-шоу, поэтому убивайте, допрашивайте, делайте разные мерзости. Все, чтобы забраться на вершину рейтинга. Но помните, что существуют вещи, которым лучше никогда не попадать в кадр. Однажды вы столкнетесь с чем-то необъяснимым. Сущности, которые вы давно знали, будто пропали из реального мира. Целые улицы оказались под карантином, и никто оттуда не возвращается, а слухи о таинственной горечи все чаще и чаще просачиваются в ваше инфополе. Самая главная загадка — это мистер Слеер, бессмертный глава корпорации, дирижер хаоса, полный правитель мира. Но для чего он это делает? Просто ради того, чтобы удержать свою власть? Ради фана? Или может есть более какая-то глубокая причина? Если вы хотите знать об этом, то я рекомендую вам прочитать книгу, но помните, знание опасная штука. Я думаю, что мало кто из вас до этого слышал о Slay Industries. Это нормально, это проблема не только нашего сегмента, но и западного. И почему она не снискала особой популярности? Я скажу только свое мнение, потому что точных данных у меня нет. Это из-за проблем с аудиторией. Все-таки это второе издание игры. Первое было, конечно, в 2000-х, 90-х годах, но старичкам было не особо нужно новое издание. А новых не смогли привлечь, потому что пиар-компания была достаточно слабой. И плюсом, сами издатели решили сосредоточиться не на NRE сегменте, а выпустить Skirmish Wargame. Да, по Slay Industries есть Skirmish Wargame, который тоже не очень популярен. И как мы видим из-за совокупности вот этих двух факторов, игра не взлетела, что для меня очень грустно, потому что это достаточно интересный сеттинг, который бы хотелось развивать и видеть его развитие в дальнейшем. Спасибо, Кирми, а у нас время для интерактива. В прошлый раз я кидал свой хаотично добрый D20 по таблице предсказаний, и выпало, что если вы будете чаще играть в NRE на минувшей неделе, то найдете свой счастливый дайс. Напишите в комментариях, если получилось, и расскажите, что у вас за дайс, а я давайте представлю вам новый интерактив. Итак, сегодня я предлагаю вам устроить небольшой челлендж. Вам нужно будет выполнить его условия за эту неделю и в комментариях под следующим выпуском рассказать, как все прошло. Идет? Давайте бросать. Это 5. Проведите NRE, если вы вечный игрок. Сыграйте в NRE, если вечный мастер. Ну что, как думаете, справитесь? А мне остается только напомнить вам, что вот это рисует наша художница Алиса, и хайрес этой картинки можно купить на Бусти за символические 50 рублей, чтобы использовать, например, в своей игре. А мы, в свою очередь, потом сделаем бесплатное приключение с этими иллюстрациями. Благодарю за поддержку Вадима Мамаева, Тота Египетского, Григория Ильина, Ника Дриата, Сергея Кулиша, Антона Демина, Антона Немоляева, БС Рейвен, Антона Б, АМ Машрум, Юрку, Владимира Пронина, Влада Винника, Сергея Тихонова, Илью Васильева, Рушана Алимова, Никиту Касимова, Ивана Дьяченко, Алекс Приз, Анастасию Попову, Александра Ковгана и Даниэля Хрущева. Спасибо за просмотр, с новостями на сегодня все, хорошей вам недели и продуктивного понедельника. Пока!